друзья, с вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Светлана Айтбаева продолжает знакомить нас с музыкальными дарованиями Казахстана. Еще недавно она спела с этно-фольклорным ансамблем «Сармат», затем спела в онлайн-режиме с Канатом Айтбаевым и друзьями. А теперь она показала, как поют песню Димаша, два юных таланта из Актобе – Алишер Карабай и Женис Бакбергбен. Как же это мило со стороны Светланы! Для нее, такой известной певицы и просто мамы Димаша, было несложно представить молодых музыкантов, а для них это важно. Ведь буквально за последние несколько часов их выступления посмотрело множество людей по всему миру. Так, благодаря Светлане, они стали известны миллионам. Riyasız karmanım, dağlanıp kızgaldağım, kızağan arnap kelimem. Güldü gürgemem, yüreğimde senin bir günüm. Muadışıma sağlanır sen, çeviripken sesim şekilden. Güldü gürgemem, yüreğimde senin bir günüm. Uanışıma sağlanır sen, çeviripken sesim şekilden. По мнению зрителей, с первого взгляда им показалось, что в дуэте поет чуть ли не сам Димаш. Уж очень похож один из певцов на него. Но нет, Димаша среди них не оказалось. Зато мы услышали еще один вариант исполнения песни, а вот как оценили его первые слушатели. Песня такая заводная, часто пересматриваю клип Димаша. Заряжает позитивом. Ребята отлично исполнили. Главное, передали настроение. Браво! Ой, как не хватает Димашика. Так и слышу, как он поет. Молодцы! Обожаю эту песню. Любимый клип Коркерим. Как всегда, интересно услышать песни Димаша в исполнении других людей. Под соло акустической гитары восприятие песни становится другим, для более близкого окружения, для своих. Молодые люди поют душевно, талантливо, успехов им в творческом пути. Друзья, давайте поблагодарим Светлану Айтбаеву за музыкальный подарок. Думаем, ей было как никогда приятно, что песни ее сына пошли в народ. Они любимы многими, как и все творчество Димаша. Многие зрители каждый день просят спеть нашего любимого артиста в проекте «Звезда на карантине», где его заявили в исполнителях. Кстати, получилось забавно. Говорят, что Диас спрашивали в переписке у продюсера Каната Айтбаева об участии Димаша в проекте «Звезда на карантине». Но оказалось, что он ничего не знает об этом. Может быть, организаторы наперед все решили за певца? Как бы то ни было, давайте все же надеяться, что онлайн-концерт Димаша все же состоится. Как мы ранее рассказывали в наших видео, участие Димаша Кудайбергена в концерте повлечет за собой нарушение карантина. Некоторая часть наших зрителей выразила желание во что бы то ни стало увидеть Димаша в домашнем концерте и именно в том формате, в котором уже выступили другие известные исполнители. Вроде бы, что тут такого? Спел на телефон, записал и все. Но нет, дорогие друзья. Если внимательно присмотреться к уже показанным выступлениям других артистов,
то можно заметить, что съемка проводилась на несколько видеокамер. В помещении стояла еще и мощная осветительная система, а все это требует участия специалистов и все-таки влечет нарушение карантина. Если снимать самому, то будет вот та самая темная картинка, при которой Димаш недавно нам вещал из кинозала своего дома. Там, где нет специального освещения и нужного уровня записывающей аппаратуры, там нет и нужного качества. В том видео Димаша было настолько плохо видно, что некоторые даже спросили, а здоров ли он. Полумрак добавил волнения поклонникам артиста. Так что для нормальной съемки нужны качественные условия, а Димаш ответственно подходит к этому вопросу. Возможно, он не хочет разочаровывать своих зрителей. Даже если он желает расслабиться за 3 года непрерывного труда и просто поиграть с братишкой Мансуром в PlayStation, он на это имеет полное право. Ведь время идет, брат растет. Так Димаш может вообще не успеть поиграть с ним. Так что уж пусть переведет дыхание хотя бы в карантин. Наш любимый артист иной раз был так занят, что только по пути успевал грушу поесть, как это было в Китае. Иной раз мог забыть надеть носки на концерт. Помните, недавно мама Димаша, сидя на концерте, одолжила бинокль у зрительницы и стала внимательно смотреть, надел ли сын носки. Все хорошо, надел. Вот такая суматошная гастрольная жизнь еще недавно была у Димаша. Так что хоть теперь пусть отдохнет. Уж меньше, чем через год все продолжится, друзья. И тур Арнау, и концерты, и записи, и Китай, и Новый год, и все остальное. Надеемся, что певец получил все нужные для раскрутки премии и награды в России. Теперь впереди только Грэмми. Но об этом мы уже не раз говорили и не раз еще придется говорить. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. Счастья, здоровья, берегите себя и своих близких. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».